Не натыкались ли вы на это видео на ютубе последние дни? Это анимационный клип под песню Cup the Grace от ютубера Duck Games. Но кто такой Duck Games? Этим вопросом могло задаться поколение Альфа, и сегодня я отвечу на него. Сегодня мы узнаем, кто такой Duck Games, какая предыстория у канала, кто им владеет, чем сейчас занимается и чем занимался в прошлом этот канал. Присаживайтесь поудобней, с вами Хэттер, и добро пожаловать на мой завод контента. Устали от однообразных обзоров? Хочется больше точности и правды? Здравствуйте, меня зовут Хэттер, и добро пожаловать на мой завод контента. Здесь не пекут хлеб, не куют металл, а производят качественный контент. Я делаю обзоры разных жанров, от головоломок до новинок, озвучиваю, разбираю сюжеты и не забываю упомянуть прошлое авторов. Заинтересовал? Тогда подписывайся, чтобы не упустить столь прекрасный контент. Давайте обозревать игры вместе на моем заводе контента. Так, я не понял. Приглашение в корпорацию отклонить нельзя. А ну все быстро взяли и подписались колокольчиком. Спасибо. Начнем, пожалуй, с того, кто такой Duck Games. Duck Games. Его настоящее имя Уилл Алекс Райан. У Райана есть жена и одна дочь. Он родился 29 апреля 1992 года. На данный момент ему 34 года. Он начал свою деятельность в интернете в 1999 году, когда он создал свою учетную запись на Newgrounds и начал выкладывать туда свои анимации по играм, но долго он там не просидел и передал владение Шону Уэбби. В 2005 году он создал свою первую группу Land of Hell с его другом Джошем, но позже группа была переименована в Colony. Однако в 2009 году Джош покинул группу, и Райан начал создавать музыку уже под псевдонимом Duck Games. Помимо музыкальных видео, на канале Райан выпускал летсплеи и анимации, но музыка была наиболее популярна. Первой его песней на канале стала песня It's Time to Die по игре Five Nights at Freddy's 3. И скажу я так, я конечно не эксперт в создании музыки, но звучит она так себе. Лично для меня, напомню. Но в итоге песня набирает неплохие просмотры на ютубе, и тогда начинается его карьера музыканта на этой платформе. Ну и на других, конечно же. Как уже было сказано ранее, канал нацелен на летсплеи, анимации и создание песен по играм. Однако ни анимации, ни летсплей канал не подняли, хоть они и тоже набирали нехилые просмотры, но подняли песни. Первая же их песня собрала аж 45 миллионов просмотров на ютубе, что я считаю для начала просто офигенным стартом. То есть представляете, вы создаете канал, сначала ничего не получается, но тут вы пробуете новый формат для канала, и тут ваш ролик собирает 45 миллионов. Не знаю как вы, но я бы был на седьмом небе от счастья. Музыка в основном делалась по популярным на тот момент играм, такими как Bendy and the Ink Machine, Tattletale, Cuphead, Hello Neighbor и другим. Потому ясно, почему песни имели такой спрос у аудитории. Хотя я полностью уверен, что половина моей аудитории вообще не поймут, что это за игры. Например, вот это, кто-нибудь ее вообще помнит? Хотя она имела неплохую популярность с момента ее выхода. Почему ее все забыли? После выхода первой песни начался конвейер новых, в самом хорошем понимании этого слова. Он делал песни по играм, которые относительно недавно снимал. Это отслеживается по хронологии выхода роликов. Сначала идет летсплей по, допустим, One Night at Flumpty's, а позже идет бетка песни, а еще позднее релиз. Однако, он пробует игру Hello Neighbor, делает летсплей, выпускает песни. И бам! Почти 100 миллионов просмотров. А позже по Bad Bandy. И бам! На новой песне с 200 миллионов просмотров. А еще позднее выходит песня Tattletale.
и Gospel of Dismay. Что также набирает неплохие просмотры. Это был явный успех Райана. И я не представляю, как он был на тот момент рад этому. Вероятно, если бы я выложил тот самый ролик по соседу, если бы я его доделал, если бы о нем кто-то знал, то меня ждал бы такой же успех. Да, до выхода обзора по Island Saver я делал невероятных размеров ролик по соседу. Было сделано более 70%, но я выгорел. Просто не выдержал нагрузки. Позже опять небольшое затишье, и он выпускает песню, в которой замешал кучу своих прошлых популярных песен. Хоть она и не набрала больших просмотров, мне она до боли нравится. Позже он выпускает песню по Капхеду, в которой был еще и Бенди, и Фунаф, и Сосед. И бутылка. И опять успех. 140 миллионов просмотров. И я скажу так, это явно заслуженный успех. И эти песни, правда, очень крутые. И если вы их, не дай бог, не слышали, то бегом их слушать. Ссылки я оставлю в описании. Дальше можно долго говорить, ибо повыходило там еще куча всего. Так что я затрону все самое интересное. Минуточку внимания. Дальше я буду перечислять все их популярные песни по хронологии их выпуска. Поэтому, если вам такое не интересно, то можете перейти по данному тайм-коду. Выход их самой скандальной песни You're Mine по игре Baldi's Basics. Эта песня содержит нецензурные выражения и некоторые пошлости, но все это ей не помешало собрать 30 миллионов просмотров на ютубе и привлечь внимание у стримеров, особенно у Twitch стримеров. Выход песни I Am Me по игре Boris the Dark Survival. На данный момент собрала 6,8 миллионов просмотров на ютубе и является неплохой песней. Выход песни Ambush по игре Among Us. Собрала 10 миллионов просмотров. Выход инструменталов старых успешных песен по типу Flumpty's Jam и Brothers in Arms. Много инструменталы не набирают, но они полезны таким, как я. Коллаборации? Погодите, коллаборация? Да, я забыл упомянуть. У The Games также были коллаборации с другими исполнителями, такими как The Living Tombstone, CG5 и другими, а также коллаборации с играми. В данном случае они поучаствовали в создании песни для мода на Friday Night Funkin' Indie Cross. Сама песня была сделана с Астером и, собственно, Уилл Райаном. Первый сделал вокал для песни, а второй написал саму песню. Она набирает 2 миллиона просмотров на ютубе. Выход песни Cup the Grace. Погодите, а разве она не выходила вот-вот недавно? Нет, это не так. Она вышла аж 3 года назад, но популярности она не сыскала. И честно сказать, я понимаю почему. Смотря на клип, я тоже не понял бы, при чем здесь внезапно Хаги-Ваги, Бойфренд из FNF и Амогус. Несмотря на саму музыку, она офигенная. Клип набрал 700 тысяч просмотров. Да. Мне кажется, им стоило затянуть с выходом песни, но чтобы в клипе анимация была на уровне недавно вышедшей анимации. И да, когда я говорю офигенная песня, я имею в виду
офигенная песня. Потому что такой фиксации на песне у меня еще не было. Я тут посчитал, циферки прикинул. И, грубо говоря, я прослушал эту песню 270 раз. 270 раз. Одну и ту же песню. Сам того не заметя. Я не знаю, чем по этому поводу сказать. А нет, знаю. Продолжаем ролик. Чё ты, а ну-ка бегу. Выход песни Founders Pack 2. В отличие от ее старого собрата, вторая мне вообще не понравилась. Что-то в ней не то, а вот что именно, понять я не могу. Но в итоге она набирает 1,7 миллиона просмотров, что очень неплохой результат. Выход песни Are You Proud of Me Now по игре Bendy and the Dark Revival. Трек, к слову, очень крутой, мне зашло, но вот клип для меня показался вырвиглазным. Все эти цвета являются в игры по Бенди ключевыми, но здесь они в разы ярче и... я не знаю как сказать. Короче, мне не понравилось. И в итоге песня набирает 2,6 миллиона просмотров, что очень хорошо, я считаю. Выход песни Mad Men по фильму Five Nights at Freddy's. Она неплохая, анимация, модельки в клипе хорошие, да и песня тоже неплохая. Однако, несмотря на это, клип набирает меньше миллиона просмотров, что я считаю незаслуженным для такого клипа. И также хочу поговорить насчет его альбома Flash Drive. Сразу скажу, альбом неплохой, он мне понравился. И в чем же особенность была этого альбома? На создание каждой песни выделялось всего по часу. То есть каждая песня в этом альбоме была сделана всего за час реального времени. Это очень похоже на... Погодите. Это очень похоже на то, что я делал в своем телеграм-канале с рисунками. Да, если вы не знали, у меня есть отдельный телеграм-канал, в котором я выкладываю свои рисунки. Если кому будет интересно, я оставлю ссылку в описании. И также ссылка на этот телеграм-канал есть в моем основном телеграм-канале в закрепе. И вот мы подошли к недавнему клипу Cup the Grace. И скажу так. Это второй Brothers in Arms, но лучше. Смотря на Brothers in Arms, у меня возникает ощущение, что эти персонажи из других игр есть в Cuphead, но в итоге оказывалось, что это всего лишь анимация и даже не мод. Cup the Grace это ощущение только усилилось, и трек, я скажу прямо, мне нравится больше, чем у прошлого клипа. На данный момент клип набрал почти 1,5 миллиона просмотров за 12 дней! Если прошлый клип набрал 900 тысяч просмотров за все время, то я боюсь представить, что будет с этой песней. Ой, ребят, сорян, информация устарела, Cup the Grace уже набрал 2 миллиона просмотров. Пу-пу-пу. И хочу сказать еще немного об этом клипе. Что они опять сделали с Балди? Почему он танцует танец Человека-паука? И еще. Почему у бойфренда такие руки? Ладно, если откинуть все эти гэги, то я могу понять, почему ролик набирает такие просмотры. Во-первых, анимация и стиль. Анимация плавная и недерганная, из-за чего на нее очень приятно смотреть. От стиля Cuphead клип также не отходит. Во-вторых, песня. Она заводная и приятная уху, а также не отбивается от стиля Duck Games и стиля игры. В песне слышатся трубы и пианино, что очень часто используется в песнях Cuphead. Ну и не будем забывать про вокал Райана, он просто прекрасен. А в-третьих, геймплей, если его можно таковым назвать. Смотря на эти анимации, как я сказал ранее, тебе кажется, что это настоящий геймплей с игры. Все продумано, передвижение игрока, способности, которые он прожимает, и другое.
Поверьте, я прошел капкат на 200% и вижу схожести в движении игрока как и в клипе, так и в игре. Что ж, вот такой путь длиной в 14 лет выдался у Da Games. Были взлеты и падения, канал менял свой дизайн и качество видео, анимации и песен с каждым новым релизом только росло. Я хочу пожелать Da Games удачи в их деятельности на ютубе, ну а вам спасибо за просмотр этого ролика. Это мой первый ролик в 2025 году, и я также надеюсь, что вам такой формат по душе и вы влепите под ролик мощный такой лайк и подписку. Мне было бы очень приятно. А с вами был Хэтер, спасибо за просмотр и увидимся на моем заводе контента. Ну а я пойду делать обзоры. Are you proud of me now? I want you